Запуск. Итак, здрасте, надеюсь, видно, слышно хорошо. Сегодня у нас по многочисленным вопросам, пожеланиям мы расскажем и покажем о том, как протестировать свою идею для канала. Неважно, для канала, для сайта вообще пофиг, да? То есть надо понимать, прийти к пониманию, как тестировать идею, как ее протестировать, как понять, правильная ли идея, правильная идея для видео, для канала. И я просто поделюсь сейчас своими наработками о том, как это делаю я. Подойдет это вам, не подойдет, ну, пробуйте, тестируйте, потому что самое важное это сделать, понять на этапе, работает это или нет, как это происходит, потому что очень часто люди входят в заблуждение, они делают поспешные выводы, они думают, что вот если они сейчас начнут какую-то делать идею яркую там, да, идею там интересную, это сразу выстрелит, но без проверки, без проверки этой самой гипотезы у нас может ничего не получиться. Так же было и у меня, то есть у меня опять, почему я об этом рассказываю, да, почему я пытаюсь об этом донести, потому что вот без проверки на начальном этапе может очень сильно плачевно отразиться на вашем бюджете, на вашем времени. У меня был проект, над которым я работал год, и потом спустя год больше, даже год и 2 месяца я делал, и потом уже только когда я начал продавать услуги этого проекта, я понял, что в принципе это никому не надо, то есть это в принципе то, что я делал, нет, оно надо, но люди не готовы за это платить, то есть в принципе оно надо, оно там, вы будете спрашивать у ваших знакомых, у ваших там друзей, у ваших там кого угодно, там сотрудников, коллег, студентов, соседей, родных, близких, всем будет надо, но когда придет время оплачивать эти услуги, здесь вот точно будет беда. Почему? Потому что любая, это у вас просто гипотеза, и она должна быть подтверждена чем-то. Только после подтверждения этой гипотезы у вас будет факт, да, там, что это можно продавать, либо на этом можно заработать. И это крайне негативно влияет на команду, на ваш бюджет, на ваше время, на все. Почему? Потому что без проверки гипотезы, без банальной проверки, насколько это все монетизируется, то есть как на этом заработать, многие прилетают, да. Опять же, есть вариант, у меня я читал очень хороший кейс, когда люди делали продукт, делали услугу там, и она стоит 1000 рублей, но когда они вышли на рынок с этой офигительной услугой, там уже рынок был переполнен, и в принципе привлечение клиента стоило 1200 рублей, да, то есть сама услуга 1000 рублей, а привлечь клиента стоит 1200 рублей. Почему я это акцентирую на YouTube каналах, друзья? Потому что в данном случае подписчики, то есть там, да, вот у нас цена подписки, цена аудитории, то есть стоимость привлечения аудитории тоже очень сильно влияет. Например, если у вас канал там про анекдоты, либо там лайфхаки, там смешные там случаи из жизни, то естественно эта стоимость там подписчика будет низкая, да, потому что вовлечение очень простое, да, там смотри, оно сеется, оно хорошо делается, но сможете ли вы на этом заработать, большой вопрос. Привлечь, допустим, к себе аудиторию, которая занимается здоровым образом жизни, это очень и очень тяжело. Почему? Потому что здесь вся эта история, вся эта идея, она состоит в том, чтобы людям не только их привлечь на канал, но и как-то монетизировать свой канал. Причем для российского сегмента, ну там для белорусского, для украинского, это особенно актуально. Почему? Потому что в наших реалиях заработать на рекламе Google на своем канале, ну очень и очень тяжело. Это не те деньги. Например, если есть канал тематики дизайн интерьера на английском языке, то там
в принципе будем отталкиваться, если на этом канале при том же количестве подписчиков, при том же количестве роликов, но это канал на английском языке, он приносит владельцу только на рекламе от 2 до 4 тысяч долларов в месяц. Вдумайтесь, да? Вот стабильно от 2 до 4 тысяч долларов в месяц на рекламе. Google, то есть та реклама, которая показывает тем людям, которые смотрят этот контент. В суровых реалиях России это все удовольствие, ну, в лучшем случае вы получите там 200-300 долларов. Там 2, 3, 4 тысячи, а у нас 200-300 долларов. И опять же, если мы не учли, да, то есть прямые и непрямые конкурентов и постоянные переменные расходы, то все будет закончиться очень и очень плачевно. Почему? Потому что мы не считаем, у нас еще нет культуры просчитать, сделать какой-то MVP, как это получится, да, то есть в этом варианте бывает по-разному очень часто. Опять же, есть опыт, есть люди, которые, ну, люди часто врут, это данность, да, люди приходят к вам за одним, они пытаются вам как папуасам показать там какие-то там, не знаю, игрушки там, да, зеркала, чтобы вам только замылить, а потом там мы так не хотели, да, вот. А я так не хотел, да, соответственно, в этом варианте. Итак, что же делать? Давайте мы сейчас уже, я думаю, что наш стрим там в 3 часа, который мы начали, там чуть задержали, да, то есть наш стрим уже идет, он будет в записи, запись будет в открытом доступе, соответственно, всегда она будет бесплатна, и поэтому как протестировать нашу идею, надо четко для себя понимать там, да. Ну, опять же, я бы еще хотел сказать, что очень популярная сейчас тематика, очень популярный способ создания канала – это взять и скопировать канал конкурента. Тоже хорошо, тоже бывает, тоже работает. Так это происходит, соответственно, так это все идет, но формат какого плана? Формат, что здесь мы помним, у нас был на одном из стримов такое понятие, как карго-культ. Очень важно понимать, что если вы не знаете всех тонкостей или всех нюансов этого канала, вы, может быть, не знаете там нечестное преимущество, которое есть у этого канала, либо у него где-то в подпорке есть большая социальная группа там, да, большое комьюнити, и канал в данном случае выступает лишь площадкой для приземления этого самого трафика, да, то есть вы не знаете всех нюансов, начинаете копировать и делать чуть-чуть лучше свой канал, а по факту у вас получается ничего, потому что вы не можете на этом заработать, и вы даже не можете покрыть свои накладные расходы на этот канал. И это тоже правда, это тоже бывает, и так зачастую происходит. Итак, как же вот это надо для себя просто понять там, да, потому что сами по себе ничего нового вы не можете вообще изобрести. Вот и я не могу ничего изобрести. Никакой новой идеи, какой-то, это, наверное, самая тоже большая ошибка. Люди ждут какую-то идею, которая должна их озарить, и вот они создадут что-то, канал о чем-то, либо видео о чем-то, чего нет у других. Ну, это просто говорит о том, что вы не умеете искать эти идеи, они давно есть. И эти видео, они давно уже воплощены. Каналы, они тоже есть. Просто, может быть, они где-то там ищутся по другому запросу. Может быть, это по-другому называется. Может быть, это есть на английском языке. И может быть, в данный момент сейчас этот канал тоже делают. И сейчас этот канал его продвигают, да. То есть вы там пока начали раскочегаривать всю эту историю, там, да, он уже вышел, а может быть не один. Итак, что же делать? Как проверить свою новую идею? Да, первое, вот я сделал, то есть нарисуйте себе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-10 таких пунктов. И это значки, то есть вы, вот лучше всего, если у меня такой блок есть в тетрадке, ну, примерно такой там, плюс-минус там, да, и вот здесь лучше, если вы вот такое для себя просто сделаете такие много-много, и любую идею сможете вставлять сюда, в этот блок, любую идею вашего видео, да, например, то есть мы хотим сделать канал о здоровой и на примере, давайте, чтобы было понятно, я буду говорить на примерах. Хотел бы сразу заострить внимание, то есть самое-самое такое четкое внимание, где обычно приходят идеи, да, то есть в каком состоянии у меня, у моих знакомых приходят идеи. Более того, я много читал, да, я много читал, изучал материал, где
у знаменитых людей, где им там пришли там их идеи, да, чтобы как-то понять, где они там словили кайф. И есть очень хорошая книга, называется «Лифт настроения», и в этом формате все, ну, то есть вот все моменты происходят, есть лифт настроения, да, когда ваше настроение находится на высоте. Вот когда вы вверху, там, у вас там положительные эмоции, вы там хорошо отдохнули, хорошо поели, хорошо поспали, да, вы довольны жизнью, и вот на лифте настроения вверху, в самом верху у вас могут генерироваться хорошие и яркие идеи. Ну, потому что банально, если ваш лифт настроения внизу находится, то там вам не до идей. Они могут приходить, но это очень редко. И вот важно понимать для себя, чтобы у вас генерировались хорошие идеи, вы должны быть хотя бы в приподнятом настроении, потому что хорошее приходит к хорошему в этом формате, да. Вот. Ну, я читал еще большое исследование, когда идеи, они приходят, был момент, когда люди протестировали, да, когда же в Америке началось, когда в Англии, то есть Англия раньше и сейчас она была такой основной сверхпромышленной державой, да, там были производства, фабрики, там все такое, и ученые задались вопросом, когда же, да, когда появился этот переломный, то есть что послужило толчком к этому самому развитию производства, и вот они выявили такой забавный факт, что развитие промышленности в Англии было равномерно с развитием кофеин, да, то есть раньше в Англии были очень много пабов, таких питейных заведений, люди туда приходили, набрасывали там себе там стопку две, там три бросали там, да, и шли дальше по своим делам, там пили пиво, пили там эль, там спиртное пили и уходили. А потом появились кофейни в Англии, и люди начали там встречаться и общаться. И вот с развитием комьюнити, с развитием общения появились новые, то есть, соответственно, появились новые компании, и производство, промышленность начала развиваться в Англии. И это не факт, но это такой вот интересный, скажем так, повод для размышлений. Поэтому подумайте над тем, что в принципе хорошие идеи могут приходить в общении. То есть, когда вы будете понимать, когда вы будете общаться с другими людьми, и я много раз говорю о том, что мы свой этот клуб видеомаркетологов делаем именно для того, чтобы разных людей разных специальностей соединять в одном месте, в одно время, и чтобы они делились идеями. Почему? Потому что очень круто, я на опыте говорю, очень круто, когда бывает там, допустим, человек там спортивный, да, который занимается спортом, у него там свои там курсы по тренировкам, когда есть стоматолог и когда есть простой трудяга. Так вот в этой связке они дают очень хорошие идеи, да, потому что разные социумы в этом формате происходят. Это о том, как берутся идеи. Еще интересный факт о том, что многие компании, они делают специально столовые у себя внутри для того, чтобы люди с разных отделов, с разных, скажем так, которые работают в компании, даже с разных компаний, да, они общались в столовой и делились своими идеями. Именно на этом заточены всевозможные венчурные акселераторы, куда собираются, допустим, различные стартаперы, и они уже в одном месте, в одном рабочем помещении могут общаться и делиться своими идеями. Почему так происходит, друзья мои? Потому что ваша идея, она будет хорошо, если вы найдете кого-то критика того человека, кто подвергнет сомнению вашу идею. И когда, если вы приходите к кому-то, допустим, ко мне и говорите о своей идее, я подвергаю ее сомнению, то у вас может быть возникнуть какие-то вопросы, да, может я что-то хочу вам продать, а может там то, а может я хочу, говорить, приходить ко мне на консультацию. А когда вам об этом говорят ваши же коллеги, допустим, с другого проекта, там, да, рассказывают о том, что эта идея, ну, так себе, то, в принципе, у вас к ним траста несколько больше. Поэтому я еще раз призываю это пытаться искать идеи, проверять свои гипотезы, да, идеи именно в общении с кем-то. Неважно это на Фейсбуке, на улице, ну, лучше, конечно, когда вы тет-а-тет. Еще момент такой, то есть я очень часто ко мне четкие, грамотные идеи, они приходят в душе. Может быть, или там в бассейне, может быть, потому что это все душ, там вода, она закрывает тебя от каких-то проблем, да, и ты начинаешь генерить с особенной силой интересные, яркие идеи. Допустим, идея о том,
как сделать там канал для там, как найти мамочке работу в декретном отпуске, это была идея, когда я там шел в детский сад за Федей там, да, то есть вот она возникла и родилась эта идея, то есть она должна быть в таком, опять же, в хорошем настроении, и вы будете, как вы этим сможете решить чью-то проблему, да, почему? Потому что огромное количество людей, когда уходят в декрет, либо, как мы вчера выяснили, на пенсию, они не знают, чем себя занять, да, как при этом зарабатывать, если они, будучи в одной квартире, в одном, допустим, социуме и там на одном месте, да, как вот если вы раньше работали где-то в другом месте, там постоянно в движе, а теперь вы в силу обстоятельств вы ограничены, да, соответственно, если вы даете решение, то у вас будет бинго. Ну, еще хорошо идет идея у меня, опять же, у моих знакомых во время путешествия, да, сейчас я путешествую гораздо меньше, ну, в 10 раз меньше, чем раньше, и вот вечерние прогулки, да, они, когда ты сам с собой наедине идешь, там шагаешь, там, да, вот эти идеи, они появляются. Важно, когда появляется идея, сразу запишите ее. Вот надо сразу ее записать, чтобы потом протестировать. И здесь надо четко для себя понимать, что если идея пришла, вот я к этому так отношусь, что если тебе кто-то эту идею подкинул, то лучше ее протестировать буквально за день, за два, за три. Итак, мы подходим к варианту, как же протестировать идеи, что необходимо сделать. Перед вами блок из 9 пунктов, и вот лучше всего идти сверху вниз и идею. Например, у меня есть идея сделать канал, который будет помогать искать и рассказывать про профессии для мамочек в декрете. Он уже есть, он уже в работе, его можно найти там, да, то есть вот у меня там есть канал. Я подумал, что я могу с высоты своего опыта и экспертности удаленной работы могу рассказать и показать, как найти работу мамочки в декрете. Ну, то есть, либо людям, не знаю, пенсионного возраста, да, как заработать на фрилансе, как заработать, будучи дома, да, либо как заработать удаленно. Потому что я четко для себя представляю, что сейчас развитие технологий позволяет сотрудникам работать удаленно, и это круто. Вот я для себя четко понимаю и начинаю реализовывать, да. То есть ли потребность? То есть я себе ставлю визуально сюда галочку. Есть. Почему я так считаю потребность? Да? Потому что сейчас очень много людей, ну то есть они сейчас и всегда, не только сейчас, они выходят в декретный отпуск. Либо там, да, человек там, не знаю, ломает себе ногу, да, и вынужден там 3 месяца сидеть дома. Чем себя занять, если он на больничном, к примеру, там, да? Либо человек выходит на пенсию, либо в силу каких-то обстоятельств человек приезжает с одного города в другой. Например, я там, будучи работая в Москве, в силу обстоятельств переехал уже в маленький город, там, да, белорусский, и так и остался. Вот. И поэтому, есть ли потребность в этом? Ну, отвечаю да. Готовы ли платить нам? И тут вопрос, то есть готовы ли платить нам те люди, которые смотрят этот контент? Ну, скорее всего, нет, задаю я, и в этом случае у меня идея уходит на задний план. Вот на любом, то есть важно понимать для себя, что на любом этапе, если вы говорите себе нет, не подходит, то это такой тревожный звоночек о том, что с этим надо завязывать, с этим надо завершать. Почему это так работает? Потому что здесь, в этом случае, у вас нет денег, то есть что бы вы ни сделали, но когда я начинаю обсуждать это со своими коллегами, друзьями, говорят, подожди, но существует же огромная масса курсов, допустим, там, если я рассказываю, что мамочка в декретном отпуске может заниматься фотошопом и делать, допустим, обложки нам для YouTube канала, то в принципе мы готовы за это платить, да, но есть курсы, которые будут готовы платить нам за это комьюнити. То есть, если мы найдем хорошие курсы по фотошопу и предложим нашим зрителям, да, что вот мы просто даем им идею, что вы можете зарабатывать, изучив фотошоп, делать там обложки, делать какие-то баннеры для сайта в этом формате, да, быть таким простым художественным там редактором в этом формате, делать какие-то фотографии в сайт, либо обложки на YouTube канал, там 5-10, и тут же можем предлагать им какие-то курсы, получать роялти.
да. Дальше мы можем здесь уже сгруппироваться с каким-то сервисом, либо с хедхантером, либо с каким-то поиском работы и уже на этом варианте тоже предложить коллаборацию, да, там за какие-то денежки. Сразу же вопрос, готовы ли платить нам? Да. Соответственно, идем дальше, да, и сюда. Стоимость привлечения. Самый тоже такой, тут нет неважных вопросов, тут на каждой, это как считайте, что это воронка продаж вашего идеи, вашего канала там, да. Стоимость привлечения. Мы понимаем, что, допустим, привлечь мамочку в декретном отпуске, либо там можно и понимаем как, то есть способы, стоимость и способы привлечения, да, как. Мы можем это рассказать мужу, да, или там хочешь занять себя, то есть мы можем ВКонтакте, там, в Одноклассниках, в Фейсбуке, на Ютубе давать способы, различные интересные ролики, как увеличить доход, да, различными способами, допустим, хватит зависеть от мужа, пора и в декрете, можно спокойно зарабатывать, при этом будучи с ребенком, да, ты знаешь, что на удаленке зарабатывают больше, чем там, и, соответственно, здесь, на этом формате у нас стоимость привлечения небольшая, потому что аудитория, мы уже выделили некий пласт аудитории, которая будет интересна там, да, это все это дело. Вот, соответственно, все выделили пласт и поняли, что да, стоимость невелика, она условно, но невелика. Дальше. Можем ли мы это? Что это значит? Можем ли мы это сделать прямо сейчас? Вот прямо сейчас. Конечно, да. Я беру, ставлю вот такой вот лист, как перед вами, да, пишу себе план на 133 профессии для мамочки в декрете. Но при этом, друзья мои, я не делаю все 133, я делаю 10. 10 роликов, которые я стал и сделал. Я их сделал там за неделю. Да, рассказал, показал, запаковал эти 10 роликов. Для чего? Я уже понимаю здесь, да, в этом формате, сколько мне обойдутся 100 роликов. То есть я уже сделал 10 роликов, я в принципе затраты свои могу умножить на 10, да, и получится 100 роликов, соответственно, будет столько-то по времени, по деньгам и по работе команды. Понятно. То есть я это оценил и сделал. Причем это важно, я начал делать, то есть вы можете транслировать, что у вас есть там 113 роликов или там 150 роликов, но при этом сделайте 5, потому что раньше я делал все 130 роликов, к примеру, там, да, и понимал, что это не работает, понимаете, то есть, а здесь я предлагаю вам проработать эту идею на самом начале, то есть, да, например, дальше ответили. Момент тоже важный, там базовая ценность, то есть если эта идея в базовых ценностях человека. Почему я говорю про базовые ценности? Потому что базовые ценности, за базовые ценности люди охотнее готовы платить. Например, вот я расскажу там, да, какой-то интересный момент такой там, да, где-то всплыло с памяти опять. Ребята сделали стартап о том, как правильно, допустим, какие-то самозавязывающиеся шнурки на ботинках, да, и почему? Потому что всегда они приходят и говорят в магазине, там, пробуют продукт свой, да, скажите, пожалуйста, а вас раздражает, когда вы идете и на ваших ботинках там шнурки развязаны, а вы с пакетами? Конечно, раздражает, говорят люди там, да, а у детей спрашивают, у родителей, всех раздражает, и естественно, ура, эврика, мы нашли тот продукт, за который могут платить там, да, и они начинают делать свой там канал, свои там сайты, свои там самозавязывающие шнурки, это просто балды, говорю, там, да, то есть где-то с памяти всплыл этот кейс, да, а по факту люди не готовы платить за эти шнурки, почему? Потому что оно, не настолько им мешает, что они готовы за это заплатить. Понимаете? То есть и здесь мы заходим в базовые ценности, которые есть. Напомню, базовые ценности, да, это там любовь, еда, комфорт, безопасность, там экономия, статус. И здесь у нас получается здесь жажда денег, да? Почему? Потому что базовая ценность, мы понимаем, что люди при помощи нашего канала там работа для мамочек в декрете там, да, либо работа на удаленном формате, они могут получить себе базовую ценность, это получается какую? Жажда денег, да? Ну и еда, они будут лучше есть, правильно? Они будут у них получается дальше. Поняли, то есть прошли этот этап, да? И дальше постоянные и переменные расходы.
мы еще не считаем доходы, мы считаем только расходы, там, да, то есть постоянные расходы, там, да, это, допустим, содержание там модератора на канале, там, да, развитие там какая-то рекламная там эта стратегия, там, да, там какой-то там, не знаю, обработка видео, там, пятое, десятое, переменный расход, то же самое, там, да, мы можем на обложку, на то, на это, там, на пятое, то есть вот такие моменты посчитали все, хотя бы по минималочке это просчитали и себе во сколько нам станет дальше. Следующий момент, это прошли опять там, да, важно, вот если вы нормально, оно не будет, оно будет работать, если вы будете продумывать идею. Да? У меня на анализ идеи, на анализ канала там, да, уходит 2 дня, на расслабоне. Не 2 часа, не 20 минут и не там, не 2 минуты, а 2 дня. Это стоит того, вот надо это понимать. Дальше. Когда мы прошли этот этап, переходим к прямым и непрямым конкурентам. Что это значит? Мы уже начинаем искать прямых и непрямых конкурентов. Кто для нас прямые конкуренты в случае, если мы готовим канал для мамочек в декрете? Ну, давайте так, работа удаленная. Да? Соответственно, у нас прямые конкуренты – это те каналы, которые рассказывают о удаленной работе, там прелести, преимущества, и мы начинаем их анализировать. Мы понимаем, что, допустим, мы готовы давать интересный контент, давать его бесплатно, да, в то время, когда они рассказывают и продают. Они, хочешь там, купи у нас вот кейс, купи у нас там урок, купи у нас там методичку, а мы даем это бесплатно, соответственно, но это тоже конкуренты. Непрямые конкуренты, это могут быть большие каналы, где есть плейлисты, либо ролики с этим контентом. Они тоже являются конкурентами. Почему? Ну, не прямыми. То есть у них нет цели заработать, да, на этом, но они просто делают контент. Например, есть канал, допустим, какой-нибудь там Машеньки там, там, не знаю, там Машеньки Ивановой, которая сделала канал себе там бьюти-блог, и при этом она рассказывает, у нее есть там 2 миллиона подписчиков, и она рассказывает о том, как найти работу, будучи там дома, там, в декретном отпуске, да, и ее, естественно, ее ролик о том, как найти работу, будучи в декретном отпуске, набирает там 1 миллион просмотров, да, он там в топах. Почему? Он конкурент нам, потому что в выдаче по этому запросу мы будем тоже с ним бороться, и мы себе его выводим. Дальше мы начинаем себе, когда мы вывели себе прямых и непрямых конкурентов, мы начинаем варианты целевой аудитории, то есть где мы будем под эту идею брать целевую аудиторию. Тоже очень важный момент. И тут надо себе просчитать и попробовать, потому что вот вы должны здесь попробовать, потому что когда у вас есть идея, что вы будете брать эту целевую аудиторию где-то там на каких-то интересных полях там, да, что там вот вы там разместите пост, там вы в группе состоите, то эта идея может рухнуть. Почему? Потому что вы приходите в группу, допустим, в Facebook, вы размещаете пост, модератор этого сообщества этот пост удаляет и вам объявляет 15 тысяч рублей у нас стоит размещение таких вот рекламных постов. И у вас не бьется дебет с кредитом вашим, да, в этом формате. Поэтому в данном случае здесь надо понимать, какие варианты, да, у вас есть, откуда вы будете брать, потому что очень часто бывает так, что ваша целевая аудитория, она ее, может быть, и не будет в тех местах, где вы есть. Ну, например, да, в данном случае я думаю, что вариант целевой аудитории подходит для меня, я могу размещать какие-то плакаты, либо там листовки формата А4 в женских консультациях. Это оффлайн реклама. Почему там? Потому что там потенциальные мои зрители, да, то есть если я там размещу рекламу, то огромная проходимость именно этих мамочек в декретной, которые собираются в декретный отпуск, да, либо которые вышли с него там, да, либо там, они там будут видеть эту рекламу, и в принципе я могу их там я прям попадаю туда точечно. И вот эти варианты там, где я буду брать эту аудиторию, там это работает. Всегда работает. Например, если у вас канал о здоровом питании, то это хорошо работает на различных, не только в магазинах, там, да, потому что там тоже могут убрать, а вот вы можете договориться с каким-нибудь там фитнес-центром, ну, к примеру. Но опять же надо понимать стоимость, там, да, то есть прямые и, вернее, постоянные переменные расходы.
Потому что если вы считаете, что вы там где-то разместите или там где-то заспамите, то это не хороший путь. Ну и вы в следующем моменте вы должны четко для себя понимать, с чего стартовать. То есть вы открываете нашу школу видеоблогеров, открываете прямо чек-листы и начинаете с чего стартовать. То есть это уже, если вы прошли весь этот путь, то в данном случае вы начинаете уже приходить к этому вопросу, с чего, то есть с чего мне начинать. Это мы так тестируем нашу замечательную идею. Вот четко для себя понимать. Но что бы я еще хотел для себя выявить? Ваша идея должна пройти испытание. То есть они, вот я называю этот формат, давайте назовем его, чтобы вам было понимание, назовем его таракан. Я понимаю, что название так себе, но если я сейчас расскажу, почему я так назвал, вам будет понятно и в принципе это будет запоминаемо. Во-первых, идея, как протестировать канал или как протестировать идею для видео по методике таракан, в принципе, она хороша, потому что название, оно яркое, да, оно кликабельное. Почему таракан? Почему там не муравей? Почему не птица? Почему там не помидора? Почему таракан? Все просто. Потому что вот миллион лет назад или миллиард лет назад были тараканы. И спустя какое-то время они на них, грубо говоря, свалилось все, что можно там, да, и потопы всемирные, и там эти, как его, засухи, заморозки, все что угодно, и тараканы выживают везде. И даже сейчас многие ученые говорят о том, что если там будет какая-то, не знаю, катастрофа, то в принципе тараканы вот точно выживут. И поэтому ваша идея и ваш канал должен выжить при любых обстоятельствах, да, то есть, соответственно, а если так, то у вас должна быть всегда некая лазейка, некий выход. То есть вот этот вот классно придумал, прям таракан мне прям самому зашло, да? Как протестировать свою идею по методу таракан? Вот вам таракан, получаем вот такой момент. Почему? Потому что мы здесь начинаем тестировать, да, и он должен, ваш идея, ваш канал, ваш ролик должен везде пройти. Он везде должен, если вы где-то сомневаетесь, то скорее всего ничего хорошего не будет, да, то есть вот надо просто тестировать. Еще куда я хотел бы обратить внимание ваше, господа, это на то, что опять же на нашу историю про карго-культ. Для тех, кто не смотрел на стрим, я просто напомню, да, то есть раньше в Океании во время войны там Япония, по-моему, с Америкой, я не силен, надо узнать, вот, интересная история, да, на одном из островов в Океании, там, где были туземцы, американцы расположили свою авиабазу. И что было среди туземцев? Вот люди живут там, не знают там ничего, они там вспахивают землю, у них там охота, они какие-то там такой практически первобытный строй. И в это время прилетают туда американские самолеты, да, и делают там аэродром, то есть авиабазу они там делают, чтобы можно было там около Австралии, там 5-10, все эти дела с Японией воевать, да. Что видят туземцы? Туземцы видят, что люди пришли, какие-то непонятные люди, они же похожи, там 2 руки, 2 ноги, голова, там говорят какие-то кости, там все это дело там рассказывают, там потом у них есть флажки, они этими флажками машут и прилетают туда безголовые птицы. И эти безголовые птицы почему-то сбрасывают на этих людей целые кучи всего добра там, да, там тушенку, одеяло, там, не знаю, все такое, то есть большие баулы и пакеты. Причем солдаты делились с туземцами всеми этими прелестями, да, и причем для туземцев было непонятно, они не были застуканы за охотой, они не были застуканы за земледелием, но при этом они ели хорошо и просто взмаливали там, флажки поднимали вверх там, да, раз, и им там какие-то птицы приносили, спускали с земли там эти всевозможные пакеты с едой, с шоколадом, с чаем, с одеждой, с пледами, со всеми делами. Более того, даже если они разжигали ночью костры, то эти птицы ночью прилетали к этим кострам и сбрасывали им всевозможные там припасы, там, да, этим солдатам. Потом война закончилась, солдаты ушли, аэродром, конечно, там уже запустел, но туземцы,
они поняли это по-своему, они думали, что, причем они не думали, они сделали один к одному то, что делали американцы, то есть они прямо там начали делать один к одному имитацию этих самых самолетов, этих самых вышек из бамбука там, да, они набивали себе там татуировки в виде погонов там, да, они буквально там делали себе там рации там, да, они делали амуницию, все, как вот было у солдат, и каждый там день они воздевали руки к небу там, да, и пытались этих птиц к себе заманить там, да, расплавили костры, там, более того, появились люди, которые там же островов много там, да, и появился такой целый религия там, да, они думали, что когда мы все вместе, у них прилетят, то есть, ну, чудо не свершилось, эти птицы не прилетели, естественно, то есть безголовые птицы не прилетели и ничего им не скинули. О чем это говорит? О том, что копировать идеи можно, но это будет очень и очень такое сомнительное удовольствие, потому что вы не понимаете всей подноготной, всей подоплеки того, как это монетизируется. А у нас один из вопросов, да, это есть ли потребность и готовы ли платить нам. Вот они самое главное здесь там, да, и поэтому прежде чем делать свой канал, свою идею или новую идею для вашего видео, посмотрите, куда оно подходит, да, где мы можем все это протестировать. Думаю, что я сейчас опять пробегусь быстренько, резюмируя наш этот такой видеоурок, вебинар о том, как подобрать эту идею для нашего канала, для нашего видео, пробежимся по основным тезисам. То есть первое, да, как протестировать идею для видео либо для канала по методу таракан. Первое, это понять, есть ли потребность. Потребность у аудитории, не у вас, а аудитории. Второе, это готовы ли платить нам. Потому что очень часто готовы ли платить, да, но давайте представим, да, допустим, если вы сделали там, допустим, к примеру, антивирус там, какой-то антивирус, супермодный антивирус, то готовы ли платить вам, потому что, ну, Касперскому платят, там, Доктор Веб платят, там, да, там, каким-то антивирусом платят, а готовы ли платить именно вам? Вот этот момент, он очень важный, да, здесь вот готовы ли платить именно вам за ваш контент там, да, либо за вашу идею, то есть как это монетизировать. Дальше. Стоимость привлечения. Мы должны четко для себя понимать, сколько нам будет стоимость привлечения внимания и подписчика, да, к нашему каналу. Ну, объясню еще, чтобы было проще вам на примере, то есть примеры всегда заходят очень хорошо. Например, если вы делаете про канал про яхты, то надо понимать, что внимание тех людей, которые интересуются яхтами, оно стоит очень дорого, и не надо думать, что если вы привлекли на канал там, допустим, голой Бритни Спирс, там, не знаю, там, 50 тысяч подписчиков за неделю, то вам столько же прилетит и на ваши яхты, потому что вы такой мастер. Вовсе нет, да, то есть в этом формате стоимость привлечения, она важна. Дальше, можем ли мы это? Опять объясню почему. Потому что когда мы начинаем говорить, вот мы сейчас делаем большие курсы для владельцев кулинарных там магазинов, там кулинарии, всего, когда вроде бы казалось бы, что там снимать, там видеоклассы, либо мастер-классы, либо рецепты, оказывается, что по большому счету не так это все просто, да, поэтому надо пробовать. Дальше, входит ли в базовую ценность? Это тоже очень важный момент, потому что если не входит, то сомнений быть не может. Вам платить это, ну, монетизировать это все и удовольствие очень и очень тяжело. Существует десятки, сотни каналов, сотни тысяч каналов, которые, они очень интересные, очень красивые, но люди ходят гордые, у них там, не знаю, там, у меня там 100 подписчиков, но 100 тысяч подписчиков, но они не знают, как это монетизировать, да, потому что по большому счету к ним почему-то не идет рекламодатель, а реклама с Google AdSense, ну, с Google рекламы, она минимальная. Дальше, постоянные переменные расходы. Это вот сядьте и посчитайте. У меня это быстро, потому что у меня уже там, не знаю, сотни каналов. А если у вас, то просто посчитайте все и еще вот к этой сумме сразу прибавьте 30%. Не ошибетесь, вот ни разу, сразу. Вот вы там уже все посчитали, абсолютно все, еще плюс 30% и будет хорошо. Не факт, но будет.
Дальше, прямые, непрямые конкуренты. Опять же, надо понимать прямые, непрямые. И еще есть конкуренты спящие. Например, там, да, кто-то там решил на свой канал подзабить, но он хороший. Если он его реанимирует, да, то может все получиться хорошо. Ну и опять варианты целевой аудитории. То есть какая аудитория ваша, какие ваши там клиенты, там пятое, десятое. Все это разбиваете на портреты и понимаете, где ее брать. Не только там, да, какие варианты целевой аудитории у вас бывают. Ну, к примеру, в нашем варианте с мамочками работает удаленно, там вариант целевой аудитории разный, там, да, начиная от Quark.ru, заканчивая там, не знаю, мамскими форумами, там, да, либо там мамскими блогами, там, да, там тоже можно искать это и различные способы. Ну и опять же, с чего начинать, это у нас все есть, то есть прочекайте себе ваш канал, то есть с чего начинать там, да, с чего делать, с чего начинать все это дело. Что бы я еще хотел обратить, на что хотел бы ваше внимание обратить там, да, надо понимать, что еще такие три вопроса есть, они три, вот надо, которые, вот чтобы вы запомнили их для себя и запомнили как вот данность, да, первый вопрос, это за что платят вот здесь вот там, да, готовы ли платить деньги, это такой момент очень важный, да, мы, даже я сейчас давайте напишу, да, вот сюда, чтобы было понятно, за что будут платить. Ну, готовы ли платить нам, а это под вопросики такие, да, за что будут, то есть конкретизируйте, за что они будут платить там, да, вот. А второй момент, да, почему ты считаешь, что будут платить тебе? Ну, то есть это такое своеобразное УТП, уникальное товарное либо торговое предложение. То есть за что? Почему мы считаем, что именно нам это все будет платить, а не кому-то другому? Помните вариант с антивирусом, допустим, да, либо там вариант с каким-нибудь другим каналом. То есть если есть уже канал лидер, да, почему мы считаем, что будут платить нам? И третий момент, там, да, я бы сейчас его, наверное, красным, что там, да? А как ты рассказал об этом аудитории? Это третий вопрос. Почему? Потому что очень часто многие говорят, что они понимают, они все видят, они все, или, а мы это написали там внизу под постом, да, или там мы в конце ролика это поставили. Друзья мои, я не открою тайну, если скажу вам, что меньше 30% даже не доходит до половины вашего ролика. Ну, если он большой и интересный, да, потому что если у вас удержание аудитории на уровне 30-40%, то это очень-очень круто, знаете, вот. И вот этот момент на эти вопросы вы должны прям себе четко отвечать. Вот это тестирование любой вашей идеи, любой гипотезы, оно все это происходит. Почему? Потому что смотрите, то есть у вас появилась не идея, а у вас появляется гипотеза. А гипотеза, ее надо проверить, то есть она требует подтверждения. То есть вы думаете, что если создадите канал на такую тему, то будет вот это, вот это, вот это, вот это. Но по факту это может не случиться по ряду причин. И вот здесь это для меня вот такой чек-лист, который я себе создал, и я его чекую для себя, да. Почему? Потому что здесь я хотя бы отвечаю для себя на эти вопросы четко и понятно. В клубе видеомаркетологов мы это будем расходить, проходить и делать там, да. Опять же, я сейчас пытаюсь заходить в формат это всего запаковки, да, и то есть если у вас остались вопросы, задавайте их под этим видео, ну, мы постараемся ответить максимально ярко, ну и больше вам успешных и интересных каналов, да, вот в этом формате. Так, завершен у меня там, да, этот 40 минут уже прошло. По вопросам давайте быстренько пробежим и будем завершаться. Так, Александр, жизнь в Афинах, привет. Здравствуйте. Если можно, расскажите на примере продажи зарубежной недвижимости. На сегодня я пользуюсь продвижением в соцсетях и на сайте. Это не тематика вот нашего стрима. Я
продажи зарубежной недвижимости. Но как ее сюда проверить там, да? Ну, давайте, как сюда проверить, то есть как проверить этот чек-лист на продаже зарубежной недвижимости. Наверное, так я сейчас смогу сделать. Да, как вот взять недвижку и проверить ее на этом чек-листе. Итак, как протестировать недвижимость по чек-листу таракан? Очень просто. Первое, есть ли потребность? Есть ли потребность у кого? Да, то есть кто готов смотреть ваш канал о недвижимости? Что вы там даете? Надо понимать, какая потребность есть. Может, у них есть потребность, как поселиться, то есть где какие лучшие районы в Афинах там, да, либо в Греции, либо какая там недвижимость для инвестиций, да, а вы рассказываете им, показываете уже готовые квартиры, да. Может, им интересно, кто соседи, потому что, ну, квартира там может быть хороша, или там дом может быть хорош, там, да, а по улице будут там цыганские там эти семьи, там таборы, все такое, там, или там неблагоприятная будет обстановка, и до полиции там не достучаться, там, в этом формате. И вот, может быть, им эта потребность другая. Дальше, готовы ли платить нам? То есть, как вы будете монетизировать? Потому что очень часто любые агентства недвижимости, они пытаются делать канал или делать сайт о агентстве недвижимости, то есть где будут платить вам, за что они будут платить, за что они будут готовы потреблять ваш контент, да? Если вы думаете, что вы будете в YouTube продавать им в лоб, то это вовсе не так. Поэтому надо понимать для себя, почему мы считаем, что будут платить нам, а не другим агентствам недвижимости. О том, что у нас есть видеоканал про эти не знаю, особняки, квартиры там или какие-то несколько полезных советов, вовсе нет. Вот если перефразировать, да, этот вопрос, я стану экспертом номер один по недвижимости в Греции, да, и дам всевозможные советы, как сделки оформлять туда-сюда, то вполне возможно. И то надо тестировать. А как ты рассказал об этом своей аудитории, то есть как вы донесли, почему мне надо обратиться именно к вам? Этот важный момент, то есть должна быть такая речь для лифта. Есть она у вас? Скорее всего, нету. Дальше. Стоимость привлечения. В вашем случае это вот важный момент, потому что в данном случае люди, которые, за людьми, которые хотят приобрести недвижимость за рубежом, идет большая-большая гонка, и проверить стоимость очень просто, да, то есть вы можете зайти в Яндекс.Директ или там в Google рекламу и проверить стоимость клика, цену клика. Понимаете? И вот я больше считаю, что агентство там или там купить недвижимость в Греции будет цена клика довольно хороша, и вы можете сравнить, насколько будет это вся удовольствие, оно будет к вам, потому что вы там пишете, что соцсети это все круто, но обычно в соцсетях это вы делаете репост каких-то постов с сайта, либо какие-то, не знаю, там, ну это, я сейчас считаю, что 90% вообще не умеют вести социальные сети и делают это там по наитию, либо там купив какие-то курсы за 3 копейки. Дальше, можем ли мы это? Ну, опять же, надо понимать, какие вы будете делать ролики, потому что есть разного рода контент, да. Контент бывает, какой у нас бывает там, да, обучающий, вовлекающий, развлекательный, брендированный, какой там еще бывает, информационный, продающий, какой контент делаете вы там, да, в этом формате, и базовая ценность. Попадаете ли вы в базовую ценность? А какую базовую ценность вы попадаете? Почему? Задайте себе вопросом, да? Потом постоянные переменные расходы. Тоже не делали, потому что, как правило, вот я даже не был на вашем канале, но я могу себе представить. То есть у вас, если есть открывашка-закрывашка, она сделана, ну, на коленке. Либо там за 100, ну, там, не знаю, до $100, да? То есть вы не позиционируете себя как бренд, и вот в вашем варианте агентства недвижимости, там, допустим, должно быть как сервис недвижимости, это должен быть сильный, четкий бренд. Ну, такой четкий брендированный контент, да, то есть, но ни в коем случае не рекламный. Дальше поехали. Расходы постоянно переменные надо посчитать, да, и здесь прямые, непрямые конкуренты. Тоже, если они у вас есть, я скажу, как это бывает, потому что у меня есть большой опыт. Конкуренты обычно как? У нас есть список, где есть сайты этих конкурентов, и все. Еще в лучшем случае бывает так, что есть список, где есть конкурент, и написано его группа в социальных сетях, его сайт, его там офис, ну и все, да. А есть целый анализ конкурентов, да, у нас там в школе видеоблогерам писали, там, допустим, на бутике идей, надо сделать анализ конкурентов полный, понимать картину мира, с кем вам сражаться, потому что в данном случае, если анализа конкурентов нет в вашем, да, случае, а в большинстве случаев нету, потому что многие сейчас берут
СММщиков, там, SEOшников, надо брать маркетологов, продакт-менеджеров, они дорогие и, ну, да, они дорогие. Вот, но они дают результат, потому что в противном случае вы будете биться, как Дон Кихот, ламанческие статьи, как его, с мельницы, там, да, с драконами в этом формате. Вот. Дальше, определили конкурентов, варианты целевой аудитории. Опять у вас, вот я могу биться, вот, как это, на пари там, да, что у вас целевая аудитория написана, ну, мужчины там, которые там от 35 до 40, до 65, которые хотят купить себе, ну, нет, то есть аудитория, целевая аудитория – это большой пласт работы, и здесь говорить о том, что как нам продвигаться, ну, вы просто в данном случае 95% всех агентств недвижимости, которых я знаю, они, я повторяю, которых я знаю, они выносят пушку и пуляют по воробьям. Говорит, мы-то точно попадем там. Потом ничего не получается, и они там уже ставят 2 пушки, там 3 пушки, 4 пушки, там, да. А потом оказывается, что пока они стреляют с этой пушки, воробьи уже разлетаются, ядро попадает там в пустое место. Они удивляются, а почему так? Дальше, да, и с чего начать? То есть с чего стартовать, с чего начать? Ну, как правило, я еще раз говорю, друзья мои, мы не берем каналы, ваши каналы в работу, если там уже были руки других там людей. Почему? Потому что в этом случае процент, ну, очень большой процент того, что прилетят санкции, либо мы не понимаем почему. То есть есть ролики, которые правильно сделаны, но они не двигаются. Оказывается, этот канал уже попал в немилость Ютуба, он уже, соответственно, не такой хороший, как надо, да, и там на нем лежат какие-то метки. Мы не знаем какие, но при этом, когда мы эти ролики размещаем на новый канал, да, все стреляет хорошо. А потом оказывается, что до этого был там какой-нибудь там продвиженец, он продвигал различными способами, либо сам владелец канала продвигал способами, и потом эти ролики удалил. Вы-то удалили ролики, поэтому мы не видим статистику по ним там, да, но YouTube-то знает все и помнит все, поэтому вот такой момент. Думаю, что ответил на вопрос по вашей, как зачековать это все по недвиге, если у вас есть идея. Дальше. Стоит ли сейчас заняться футбольным каналом про Барселону, например? И банит ли YouTube до сих пор за рекламу БК, а то все рекламят, особенно после НГ и ничего. Спасибо, если ответите. Отвечаю на первый вопрос. Если вы вот тестируете идею сюда, берете свою Барселону, да, как, вот, допустим, я больше чем уверен, что здесь на этом формате можем ли мы это, будет ответ нет. Почему? Потому что вы не сможете брать интересный и полезный контент про Барселону, а сделать футбольный канал без контента о футболе, ну, я бы не встал, ну, я бы не взял, и поэтому, то есть, это путь никуда. Вот на этом этапе, то есть, потребность может быть есть, проплатить нам, я не знаю, и это вытекающий вопрос, ответ на второй вопрос, там, да, нельзя рекламировать никакие там казино, вот это все, есть правила, у Ютуба есть правила, и там четко написано в этих правилах, да, вот прям написано, и даже написано например, то есть там не конкретизируется, там, да, что это, там написано, что любые азартные игры, да, либо ставки, денежные ставки, да, все. И, соответственно, получается вся эта история в том, что вам, что бы ни говорили, сейчас идет такой большой как бы там пул, то, что можно там это все запускать, о том, что это все можно, вон другие каналы, и посмотрим, что будет через год. Понимаете, говорят вообще много чего. То есть я уже был, помните, был такой шум, был такой гай о том, что YouTube там 23 января запретят и все, и будет там уже все, конец, да, там, ребята, 25 января 2019 года что-то на YouTube ничего не запретили, да, вот этот хайп, на котором все это вылетает, это все, ну, люди просто хотят хайпануть, да, там подняться на волне этого всего, ну, а вы поймите, узнаете, прав я или не прав, вы увидите только, допустим, только в том варианте, если вы разместите на своем канале рекламу каких-либо запрещенных YouTube моментов, и потом вас либо заблокируют, тогда я буду прав, либо не заблокируют, тогда я буду неправ. Но я думаю, что, как говорили в одном известном советском фильме, что если вы не сидите, это не ваша заслуга, а наш, там, а наш недостаток. Поэтому, то есть, это вопрос времени, когда прилетит. Понятно.
Дальше. На примере городского канала возможно пробежаться по пунктам чек-листа? Конечно, возможно. Так. Сейчас воды попьем, пробежимся по… ну да, городской канал это ж такое удовольствие хорошее. Итак, берем, я живу в маленьком городке, допустим, ну не в маленьком, да, давайте возьмем Ступино, Подмосковье. Город вполне себе хороший, вполне себе интересный, яркий город, я там живу. Что будет? Я хочу сделать там канал об этом городе, соответственно, да. И я сейчас на примере этого можете ввести на карте там, да, там Google карты, либо Яндекс карты Ступино, увидите, это такой вполне себе очень и очень перспективный большой город Московской области. Беру. Есть ли потребность? То есть мы тестируем, давайте так, тестируем идею о создании городского канала, видеоканала Ступино на YouTube. Если потребность не так, давайте по-новому. Как протестировать идею создания городского канала на YouTube по методу таракан? Итак, есть ли потребность? Конечно, есть. Почему? Потому что люди в данном случае, они хотят получать информацию быстро и хотят получать не только фоточки, а некие видеообзоры и непредвзятое мнение, тут важно, да, непредвзятое мнение кого-либо об этом месте, либо об этой улице. Дальше. Готовы ли платить нам? Хороший вопрос. Потому что тут вопрос, кто будет платить. И в этом варианте мы уже начинаем по нашему, помните, был у нас там чек-лист, за что будут платить, да? Мы можем сделать такой блок интервью и там, допустим, делать там какие-то моменты для чего? Чтобы нам люди, приходя к нам на канал, прокачивали свой ЧСВ, чувство собственной важности. То есть, сделав популярным канал, мы сможем приглашать туда гостей города и там это все дело делать. Более того, мы на канале можем, грубо говоря, рекламировать что? Вот туризм ни о чем, потому что Ступино это подмосковный город, да, и там есть какие-то боли, мы узнаем боли, для этого какие там боли основные, да, это работа, потому что многие ездят на работу в Москву, да, и соответственно, но есть работа в Ступино самом, соответственно, работа. Второе, это расписание транспорта, это, соответственно, такси, службы такси можно тоже рекламировать на этом канале, мы можем сделать какие-то обзоры такси на этом канале, да, то есть работа, служба такси, что еще? Магазины, мы можем делать обзоры магазинов, ресторанов, кафе, да, для чего? Чтобы потом, но при этом, чтобы потом какой-то один из магазинов, либо одно из кафе под Новый год, под какой-то момент стало нашим официальным спонсором, да, там, допустим, либо мы в этом кафе можем делать какие-то там, не знаю, интервью там в ресторане в этом формате. Дальше, что мы там еще можем, где мы можем там это все дело продавать? Мы можем там сделать некий формат, как я считаю, самый вкусный пирог. Здесь уже как раз подходит агентство недвижимости, либо видео объявление о каких-то участках. Почему? Потому что мы можем таким способом привлекать аудиторию на этот самый городской канал. Соответственно, мы можем эти ролики, чтобы люди размещали эти ролики, то есть мы можем их запаковывать на своем канале, и люди будут размещать их там в Циан.ру там, да, либо там на Авито давать. Они будут давать ролики, ссылку на ролики, и тем самым вы будете получать дополнительный трафик по недвижке. Только у вас соберется трафик по недвижке, соответственно, бах, у вас уже есть кому платить, да? Соответственно, готовы ли платить нам? Ответ да. Стоимость привлечения небольшая. Почему? Потому что при помощи нынешних сервисов, при помощи таргетированной рекламы можно сделать таргет на людей, живущих в Ступино, либо Ступинский район, либо тех, кто когда-либо заходил на наш канал, там, да, то есть кто интересуется Ступино. Поэтому тут, я думаю, небольшой, причем здесь стоимость привлечения может быть там группы, сайты, там можно договориться, потому что вы пока не конкурируете с сайтами, пока если есть там, допустим, сайт там Ступино.инфо, например, или там Ступино.ру, да, то вы вполне себе можете сделать им предложение о коллаборации совместной, да, соответственно, стоимость привлечения будет небольшая. Какие-то конкурсы, это все будет там работать. Дальше, можем ли мы это?
Ну, друзья мои, начинайте делать канал, приходите в школу видеоблогера, смотрите, с чего начать. Ну да, можно, потому что вы уже можете сделать там, допустим, видеообзор о городе, да, и видеообзор о каком-нибудь там популярном месте. И уже начать привлекать на канал там все это дело, да. Базовая ценность. Тут не входим в базовую ценность. Почему? Хотя вполне себе можем подойти под базовую ценность экономия. Почему экономия? Потому что люди, которые смотрят ваш контент, они заходят в формат экономии средств, экономии времени, экономии там, допустим, своих нервов, когда вы даете им полезный, интересный контент. Ну и, наверное, опять же, тут может быть базовая ценность зайти как статус, может быть, зайти даже, да? Почему? Потому что когда вы для себя, у вас будет базовая ценность, вас будут знать все, потому что вы будете вести блог о городе. То есть, но здесь будет работать статус только в одном случае, если вы будете номер один. Все остальное не работает. Дальше, постоянные переменные расходы. Сели, посчитали, да, сколько, как там, пятое, десятое. Опять же, рекомендую здесь заходить по-взрослому, потому что если будет канал сделанный там на коленке, то большие дяди с большими бюджетами не придут. Что это значит? Соответственно, есть большой город, там есть по-любому люди, и в этом случае вы должны позиционирование должно быть как именно как хороший, надежный телеканал нового времени. Вот это позиционирование, оно должно быть большое, там, да, там, открывашечка, закрывашечка, чтобы все было по-богатому, чтобы там ваши первые ролики были интересны. Потому что многие совершают ошибку, они говорят, мы сейчас вот наснимаем, а потом вот это. И это вы считаете в постоянные расходы. Дальше, прямые, непрямые конкуренты. Выбрали вообще всех. Прямые это те, кто там есть в Ступино, в вашем городе, либо в Ступинском районе, либо непрямые, может где-то есть, как у нас это было, там был Ступино-Кашира, было такое объединение, то есть два города, да, там вместе была тусовка, да, и смотрите, те же самые группы у вас в социальных сетях будут являться вашими прямыми конкурентами, потому что там тоже можно, они вот сразу, у вас должна быть подготовительная часть большая, потому что вот с гарантией, если ваша идея жизнеспособна, то ее начнут копировать через 2-3 месяца будут копировать уже ее, эту идею. Это вот, и вы ничего с этим не сделаете, вообще ничего. Вот. Если там больше бюджеты, чем у вас получается там 3 месяца форы. И вы тут должны хорошо бомбануть. Дальше. Варианты целевой аудитории. То же самое, что говорил. То есть у вас это получается все жители Ступино, да, либо опять же кто-то живет в Москве, хочет поехать, допустим, из Москвы покупать недвигу вот весной сейчас будет, да, Подмосковье. Почему Ступино? Там хорошая дорога Ростов-Дон, там, да, там хорошая там инфраструктура в Ступино хорошая, там больницы хорошие, там дома хорошие, там есть там участки хорошие, там, да, под Ступино все хорошо. В этом формате, соответственно, здесь у вас будут варианты не только в Ступино, а тех, кто желает купить недвижимость, потому что помните, здесь мы говорили о том, что недвижимость это такой якорный проект денежный там, вот это опять же на моем мнении, там может быть другие проекты, может быть там кадровое агентство какое-то будет в рекламу, но не надо распыляться, надо идти четко. Ну и опять же, с чего стартовать там, да, приходите, начинаете делать канал, пару роликов и начали их делать, начали смотреть, все, вот я прошел вам. Да, опять же, вот я экспрессом прошел, но вот я думаю, что будет вам полезно на этом формате это сделать. Так, абсолютно развернутый ответ, спасибо, ушел работать. Ну, дальше. Дмитрий Кирсан, да, что с закрытием приняли закон. Я не, смотрите, то есть я вот реально понимаю, да, что там это больше шумихи, и в принципе я не могу на это повлиять. Вот поймите мою стратегию жизни вообще. Я не думаю над тем, на что я не могу повлиять. Я лишь могу подстроиться. То есть есть правила, и мне YouTube или общество говорит, либо ты эти правила соблюдаешь, либо ты не соблюдаешь. Да, я должен просто их знать. И от вас тоже ничего не зависит. Поэтому, то есть, вот вся эта шумиха, что типа ребята там, то есть вы другие читаете правила, друзья мои. Вы читаете правила, где YouTube говорит о том, что на ваших обложках не должно быть там непотребных сцен. Ваши обложки должны отображать то, что есть в вашем видео там, да, то есть вы не должны там вводить людей в заблуждение, там, да, там сцены насилия должны быть удалены, там, все это дело. Вот такие моменты, потому что YouTube сейчас начинает чиститься, это очевидно, потому что когда мы говорили всем, что, друзья мои, убирайте казино, там, разные там букмекерские конторы, все говорили, это все неправда, да, ну, опять, когда мы говорили, что детские каналы будут блокировать, потому что очевидно будут блокировать, это
отчасти, потому что там есть непотребство, все крутили у виска. Да, теперь получается все блокируется и в принципе вот это будет чиститься, потому что YouTube начинает конкурировать с телевизором, да, и у него есть возможности, соответственно, он зачищает все и делает и тестирует все это дело. И у вас есть только два варианта: либо согласиться с тем, что он тестирует, либо не согласиться и покинуть. Это хорошо. Так, друзья, будем заканчивать. Спасибо за внимание. Приходите к нам в школу видеоблогеров, приходите к нам в клуб видеомаркетологов, записывайтесь в наш клуб, поэтому там у нас еще больше идей, еще больше интересных. Мы сейчас будем тестировать курсы интересные, поэтому всем спасибо за внимание. Всем пока.